Всем привет, ребят! Ну, что, приступим сегодня к обзору альбома от группы Умф. Наконец-то он вышел. На экране, конечно же, будет вот здесь вот обложка альбома. Альбом состоит из 12 песен. Я послушала, да, я как читер послушала вот так, не покупая, потому что я всегда сначала предварительно слушаю. Если мне действительно все нравится, я потом покупаю. Ну, если нет, соответственно, нет. Я выбрала для себя именно такой способ. Вот. Давайте пройдемся, наверное, по альбому в плане сначала визуала. Очень интересная обложечка, опять же, в стиле Умф обложка. И она такая даже больше готическая, но под этой обложкой скрывается совершенно не готический альбом. Мне вот было интересно как раз-таки, как они с Дэр Шульцем в какую стезю все-таки уйдут по альбому. Либо это была готика, либо индастриал, но в целом они ушли полностью в индастриал. Вообще, Умф это где-то на смеси индастриала и готики было. Вот. Честно, у меня очень сомнения по поводу альбома неоднозначные, 50/50. Мне и понравилось, и в то же время внутри меня негодует, потому что Дэр Шульц, наверное, 99%, 90, ладно, возьмем, из его альбома поет голосом дорогой. Я этого, честно, не хотела услышать в альбоме, потому что я все-таки хочу слышать новый, раз у вас новый вокалист, новый голос музыки, то значит надо петь, как поется по-другому. Вот. И что мне понравилось, то, что альбом состоит всего из 12 песен, его очень легко слушается. Это, в принципе, все в одной и той же тематике, все песни, они не скачут от там супер какой-то жалостливый и там до супер такого рок. Нет, это, в принципе, все гармонично выдержано, это мне нравится, это прям супер. Есть уже, конечно же, 3 клипа на этот альбом. Возможно, может, еще что-то будет, а может быть, нет. Поэтому реакция, конечно же, есть на канале, поэтому подписывайтесь, смотрите. Вот. Конечно же, открывает нас альбом заглавная песня, которая вышла самая первая синглом. Вот она мне больше всех понравилась, потому что и клип хорош. Все-таки там есть смысл в клипе, и сама музыка такая классная, но опять же там голос все-таки дорогой. Честно, по моим ощущениям, я думала, что они как бы типа с этим альбомом наполовину, может быть, как Дэр Шульц будет петь как дорогой, чтобы типа попрощаться с дорогой, и всю как бы эпоха ушла, пришла новая эпоха в лице Дэр Шульца. Но, к сожалению, в этом альбоме прям вот на 90, все-таки 99%, ну там выбирайте сами уже все градацию, поется голосом этим дорогой, вот, Дэр Шульц, да. Вот. Потом я послушала песню «Простите меня за мои немецкие, все мои немецкие друзья и все немцы» Рихен und Хенкер. В клипе, когда я слушала эту песню, мне вообще не понравилось. Либо я очень акцентировала внимание на клип, где они стояли в шубах, и я практически не слышала песню, но когда я послушала без клипа, мне прям песня зашла, прям очень даже понравилась. Я даже сначала не узнала, что это вот именно та песня. Дальше нас встречает Soul Dust либо Sein. Тоже мне, кстати, понравилось, прям неплохо звучит. И такая очень-очень-очень приятная на слух песня, мне прям, зашло. По большей части мне из этого альбома практически, там за исключением пару песен, я сейчас не вспомню, потому что я слушала, что-то я не записала. Какие мне песни не понравились, мне не очень зашли. Дальше у нас... еще которая песня Nur ein Mensch, вот как она мне понравилась, так она мне понравилась и без клипа, и с клипом, вот прям 100% попадание в мое сердечко, песня мне прям зашла, и там мне нравится, что именно Дэр Шульц поет именно этим своим голосом, своим унцух голосом, если так сделать, вот прям я ожидала от этого в альбоме, больше голоса Дэра Шульца, больше таких его фишечек, чем дорогое. Дальше нас... Соль даст либо Зайн песня. Когда я включила, я подумала, что меня перескочила на песню Умф. И я такая, это же дорогой голос. Просто его. И как будто вот он спел, а не Дэр Шульц. Вот это очень интересный трек в плане того, что либо, может быть, это какой-то старый был трек, и они решили его включить, либо это был Дэр Шульц так
сняв манеру дорогой. Я вот это не поняла. Пожалуйста, если вы более подробно что-то об этом знаете, ну, вдруг там на форумах или еще что-то пишет, то напишите. Мне прям это непонятно было, и для меня это было большое удивление, почему именно там вообще звучит чистый голос дорогой. Дальше у нас песня «Шрайн und Шрай». Постепенно такая вот для меня все-таки больше проходная песня, потому что как-то я не запомнила даже ее. Ну, в конце было очень... О, в начале очень мне понравился момент такой, как, типа, какой-то необычного инструмента, но я ее даже особо и не запомнила. У них-то Wird Mer Gut, это в ту же самую статью, что Соль даст либо Sein. Вот мне там тоже чисто дорогой слышался. И опять же, мне эта песня очень сильно понравилась. Там еще гитары такие обалденные, кстати, вот. Все-таки линия такая индастриала, прям четко по гитарам. Ну, может быть, они решили побаловаться именно индастриалом и решили в этом остаться. Я просто включаю, что, потому что я уже не помню, когда слушала, я не записала. Я в моменте слушала, по факту. Sagt sein einfach nicht, это вот все то же самое туда, к дорогой относится, но именно вот эти как под типа дорогой голос у Дэра Шульца, мне эти песни очень зашли. Может быть, это все-таки старый отголосок с этим про Умф, поэтому мне это нравится. Мне не понравилась особо песня All Die Яр, потому что я ее вообще не запомнила. Вот последняя даже и Ан Кляйна Бише Глюк, я вообще это тоже не запомнила песню. Вот они какие-то для меня вообще были непроходные, не очень понравились. Мне Свит Йохам Витом, Яхимом Витом, наверное, вот так правильно будет. Песня, ну, 50 на 50. Вроде мне понравилось, вроде и нет. Я вот пока что не поняла, я еще, наверное, ее пару раз переслушаю. Я бы хотела, наверное, клип больше увидеть, скорее всего, на эту песню. И я бы тогда бы, наверное, точно для себя бы определила, что нравится или нет, как вот с песней Рихт und Хенкер. Или Энкер, простите меня, если не так сказала. Вот. Потому что все-таки вот эта песня мне тоже очень сильно понравилась. В принципе, все, что я могу сказать по альбому. Я, честно, ожидала все-таки больше готики, но тут даже как-то особо лирической песен вообще нет. И готики вообще нету, чисто такой индастриал альбом. Хотя, в принципе, он в индастриал альбоме очень клево поют, и мне прям тоже нравится. Это все-таки дань уважения к старым таким песням. Я считаю, что, возможно, этим альбомом они все-таки прощаются с дорогой, раз слишком много голоса дорогой, либо они сделали так, чтобы люди слишком, ну, типа, не восприняли это как-то резким таким переходом от дорогой к Дэр Шульцу, и может быть следующий альбом с Дэр Шульцем, кто его знает, может быть там уже еще другой вокалист будет, то будет больше Дэр Шульца. Я бы очень хотела больше слышать Дэра Шульца в этих песнях. Его голос хочу больше слышать, хочу его больше слушать в восточную манеру. Я думаю, к Умф они отлично подойдут, особенно в каких-нибудь лирических песнях. В целом альбома я поставлю, наверное, 6 из 10, потому что большая часть мне песен понравилась. Скорее всего, я еще раз переслушаю точно альбом, и для меня будет... это же альбом, когда я послушала, это мое первое впечатление. Я еще раз переслушаю альбом, и там уже точно будут выводы для меня приняты, понравился мне окончательно или нет. Но я скажу, альбом хорошо слушается, легко слушается, нету каких-то супер там нагромождений в песне, ты такой, ой, я устал это слушать. Нет, все песни достаточно идут по 3-5 минут, что очень тоже легко слушать и достаточно для мозга воспринимать. Вот. Такие мои выводы. Ну, все-таки я жду больше Дэра Шульца в песнях. С Дорогоем, я думаю, надо им уже прощаться. И все-таки это все. Это все. Раз, ребят, он ушел. Хотя, кто знает, может быть, как раз как Александрия будет, и он потом вернется. Дорогой, мало ли. Вот, так что я думаю, либо с ним прощаемся, либо мы еще где-то услышим от него отголоски. Но манеры пения все-таки пока что это Дорогой. Вот. Ну, опять же, мне приятно было послушать этот альбом, поэтому 6 из 10. Пишите в комментариях ваши впечатления по альбому, вам понравилось или нет. И как вы считаете, все-таки надо слышите вы здесь больше Дорогой или Дэр Шульц в песнях? Я слышу больше Дорогой, если честно. Вот. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи в новом видео. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на все социальные сети и телеграм. Всем пока-пока!